Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня вяжем шапочку с интересной макушкой крючком. Я вязала крючком номер 4. На шапочку ушел почти весь моток, 100 грамм. Начинаем с макушки. В скользящую петлю будем провязывать 24 столбика с накидом. Полотно изначально не стягиваем плотно, оно нам еще пригодится. Раппорт узора у нас будет состоять из 4 столбиков. 2 столбика у нас идут на лепесток и 2 столбика между лепестками. На наших 24 столбиках с накидом мы будем делать 6 лепестков. Делаем первый лепесток, провязываем в ближайший столбик с накидом 3 столбика с накидом. Между столбиками предыдущего ряда также провязываем 3 столбика с накидом. Поворачиваем вязание против по часовой стрелке и провязываем в следующий столбик 3 столбика с накидом. Мы как бы обвязываем эти 2 столбика вокруг. Теперь заканчиваем наш лепесток, провяжем сверху 3 столбика с накидом, соединительным столбиком завершим наш лепесток. Переворачиваем вязание, вяжем в ближайшую петлю соединительный столбик, и потом у нас остается 2 петли. Вот в каждую из этих петель мы будем провязывать по 2 столбика без накида. Всего 4 столбика без накида. От лепестка пропускаем 2 столбика и в третий начинаем вывязывать следующий лепесток. И так до конца ряда. Всего у нас должно получиться 6 лепестков.
Вот у нас получился цветочек. Теперь мы можем макушку стянуть, зафиксировать нитку и приступить к вязанию следующего ряда. Вяжем 3 воздушные петли подъема. В этом круге мы будем провязывать по 2 столбика с накидом в каждую петлю основания. В следующем круге провязываем рачий шаг, столбики без накида. Этот ряд изнаночный, рельефный столб. Хочу еще напомнить, что когда вы свяжете свою макушку, вы обязательно померяйте диаметр, который у вас получился, потому что у вас могут быть другие нитки, может быть другой крючок, другая плотность вязания. У меня вот совпало так, что когда я связала вот этот элемент, цветочек, сделала прибавки, провязала рачий шаг, у меня как раз получилось диаметр моей макушки именно столько, сколько нужно для моего размера, 17-18 сантиметров. Вот если подтянуть было, как раз то, что надо. То есть когда, если вы соберетесь вязать такую шапочку, вы померяйте. Теперь мы уже начинаем непосредственно вязать саму шапку. Шапка у нас состоит из полос, 2 разные полосы, и разделяют эти полосы рачий шаг, ряд рачьего шага. Первый ряд узора, первая полоса – это самый обычный простой узор из пышных столбиков. Здесь я провязывала по 4 петли, вытягивала, и потом провязывала их вместе. Следующий ряд столбики с накидом,
рачий шаг, изнаночные рельефные столбики с накидом. В этом ряду, в этой полосе нам надо будет провязать элемент змейка. Сейчас мы уже вяжем без прибавок. Прибавки у нас были только на макушке. После изнаночных рельефных столбиков с накидом ряда провязываем еще один ряд столбиков с накидом и следующим рядом начинаем вывязывать змейку. Здесь принцип такой, почти как на макушке, но все гораздо проще. Но на макушке мы вязали столбики с накидом, а здесь мы будем провязывать змейку при помощи полустолбиков с накидом. В ближайший столбик с накидом предыдущего ряда провязываем 3 полустолбика с накидом, переворачиваем вязание, между столбиками провязываем 1 полустолбик с накидом, переворачиваем вязание по часовой стрелке и вяжем в следующий столбик, обвязываем его 3 полустолбика с накидом. Вот у нас уже получился первый элемент. Поворачиваем вязание, следующий столбик, опять начинаем следующий элемент, провязываем 3 полустолбика с накидом, между столбиками 1 полустолбик с накидом, поворачиваем вязание и провязываем следующий столбик 3 полустолбика с накидом. Таким образом у нас собирается наша змейка. Так мы будем вязать до конца ряда. Змейку провязали. Теперь провяжем ряд столбиков с накидом. Ряд рачьего шага,
Теперь следующая полоса. Начинаем нашу следующую полосу с изнаночных рельефных столбиков с накидом. Теперь элементы попкорн. Вот в этом ряду я уже делала не 4 петли, вытягивала, а 5. И провязывала их вместе. И сейчас у нас уже будут наши полоски просто повторяться. Ряд элементов попкорн, ряд змейки. Ряд элементов попкорн, ряд змейки. И так до нужной вам длины. Вот я провязала несколько рядов. У меня получилось 3 ряда элементов попкорн и 2 ряда змейки. Закончила шапочку рачьим шагом. Вот такая шапочка у нас получилась. Творческого вдохновения вам. До новых рукодельных встреч!